Тут 3 деревни в ряд, и похоже, что все 3 уже заброшены. Это вот первая деревня, ей уже совсем плохо стало. Сейчас пойдем до следующей, в ту сторону. Здесь когда-то мост был между деревнями. Видно, что дамбу уже промыло, и больше здесь никто не ездит. Болотинка небольшая. Да, здесь еще домики вроде живые сколько-то. По крайней мере, еще стоят. Дома, конечно, огромные, но все напрочь разобранные, походу. Сейчас до первого дойду. Ух ты! Да тут сколько резьбы-то на нем. Наличники самые обычные. Вот сверху немножко рама украшена. Также вот еще окантовка сделана. Довольно интересная. Она в 3 ряда. Как-то друг на дружку наслоена. А что тут вроде не должно было быть таких домов. Тут же никаких вроде торговых трактов не было, ничего такого не делали. Ну-ка забежать. Может, что и осталось еще в доме. Вряд ли, конечно. Что уже? Окон нет. Соседний дом тоже он весь распилен. Пестер еще старинный. В нем, наверное, еще в позапрошлом веке что-то носили. Тоже сверху срубы стоят. Но они скорее как поддержка для крыши служили. Дом, скорее всего, горел. Тут что-то выгоревшее пятно какое-то. Да, в основном доме уже все разобрано. Нифига себе! Это что? Это как так? Вот это раритет! Это знаете что? Это пенал деревянный. Таких не найти вообще. Я один такой видел только в музее. О! Еще один. Нифига себе. Глиняная какая-то посуда. Тарелка, что ли? Такая тяжеленькая. Да, ходить тут уже страшновато. О, глинобитная печка. Надеюсь, не провалимся. О, красный угол какой. Тут целый иконостас. Посмотрите, печка глинобитная, старинная. Вот она, видите, кирпичей не было. Чисто сбитая глина. Обрушилась, конечно, уже вся. Видите, как уголок был сделан. Ну, вот это стандартно. Если стояла глинобитная печь, она изначально сбивалась на подпечье, на деревянное. Интересно. Смотрите, сделали печь сама глинобитная, кирпичей нет. А чтобы выглядело покрасивее, сделали, значит, проемчики в виде кирпичей. Офигеть. Такие раритеты.
А вот здесь вот написано 1980. Вот эта полка была сделана в 80-м году. Так. Значит, в ту часть дома, скорее всего, тут вот был вход. Вроде не проваливаюсь. Нет, не было. Странно. Так, тут что-то еще осталось. Ага. Здесь клеть небольшая. Еще какая-то трава висит. А это что? Челнок. Льняным маслом пропитан. Такой небольшой, аккуратненький. Чесало для льна. Много всяких, конечно, деревяшечек, но это нитни. Все для ткацкого станка. Все для него. Какие интересные. Нет, обычные, я бы сказал, самое обычное бердо. Подвес для скотины, чтобы тушку разделывать. Еще и выемку вырезали. Мотовила. Все для ткачества. Кровать, скорее детская, совсем небольшая. Так. Какие-то изделия. Вот тут ткацкий станок. Да, все уже. Домик, конечно, пришел в негодность. Но странно как-то сделан. Видите, какие решетки из бревен сделаны. Видимо, снега здесь очень много падало, хотя ведь стропила, по идее, должны выдержать такую нагрузку. Сейчас буду пробираться. Тут получается комната, а в нее дверь закрыта. Вон она там. Не знаю, страшновато туда лезть. Но попробую. Страшно интересно. Ага. Зря хотел сюда попадать. Здесь тоже уже все полы, все снято. Абсолютно разобранный дом. И тоже, посмотрите, иконостас сделан в углу. Окошечки какие маленькие. По сравнению, вот эти вот, наверное, раза в 1,5 больше. А вот этот дом явно сюда был перевезен.
все бревна пронумерованы абсолютно. Видно, что его разобрали и потом сюда перевезли. Ну, тоже огроменный домина. Хоть и 4 окошка, и переруба нету. Бревна вообще длиннющие. Да. Ну, когда-то в этой местности было много леса. Еще один дом. У него уже и крыша провалилась. Вроде кончилась уже деревня. От третьей деревни я вот вижу, она совсем близко была, рядом. Там вот за деревьями один дом остался. И тоже уже без крыши. Да, печально. Все разрушено вообще. Все заброшено. Здоровый дом-то был. Тоже сверху вот можно видеть. Еще клет сложен. Все дома огроменные. О, еще один дом. О, вот это вот находочка. Не ожидал, конечно, такой домик здесь найти. Посмотрите, сверху балкончик был. Что-то подобное я находил, знаете где? В Лузском районе. Вот тоже подобный дом находил. Ну там он побольше был, по-моему, на 5 окон. А здесь на 4 сделана просто теплая изба. Ну тоже уже, к сожалению, весь разобран. Но все равно зайду, посмотрю, что осталось. Интересно самому. Так, тут подпол. Видимо, посуда бывшая. Наверное, корчага была. Тоже стенка толстенная. Сантиметр, наверное. Так. Ух ты, печка глинобитная. Ну, а сам дом уже весь разобрали, конечно. Все один к одному. Не думал, что здесь печи глинобитные. Тоже иконостас был. Все, посмотрите, сколько это надо было глины, чтобы это сбить. Это такая работа трудоемкая. Здесь вот пот еще остался. Блин, таким печам лет уже, наверное, по 150. Так, тут у нас что? Тут у нас мост был. Ну, уже половину досок сняли. Какой-то буфет бывший. Ух ты! Крыша берестяная. Офигеть! И на ней даже не шифера, вообще ничего нету. Просто берестой все закрыто. Сколько же это бересты. Представляете, сколько это деревьев раздели, чтобы вот такую крышу сделать. Это офигеть.
На основном доме, кстати, тоже была берестяная крыша. И даже еще деревянные желоба выточены. Но вот крепежи уже, как это, курица, да, называется? Вот курица. Сама, получается, нога деревянная, а загиб уже металлический сделан. Но металлический кованый. Даже вон концы видно загнуты. Аккуратненько так. Старинная такая деревня. Обалдеть. Тут у нас получается сразу две глинобитные печки в доме. Блин, я все иду, а дома все никак не заканчиваются. Еще один дом. И тоже сделан. Получается, светелка сверху сделана. Симпатичная. Вроде это уже последний. А так я иду вверх, в горку. И за каждым деревом новый дом стоит. Да, их даже не видно. Даже зимой сейчас их не видно. Видите, сколько снега нападало. Прямо. Красота. Ну, красиво, конечно. Тоже деревня на самом пригорке находится. И вокруг, я не знаю, вид тут километров, наверное, на 100. Все вдаль туда уходит. Шикарное место. Это интересно, я сейчас еду. И получается, слева у меня река Вохма, а справа вот все вот эти вот деревни, они мне друг за дружкой попадаются. Их тут много очень. Какие-то побольше, какие-то поменьше. Но вот все, которые ближе к Вохме, слева получается от дороги, они все жилые. А вот справа все уже заброшенные. Забежать. Надеюсь, проберусь как-то. О, вроде залез. Все кустарником заросло. Проволочина прямо за ухо зацепилась. Непонятно, что подо мной. Это второй раз уже нахожу вот такую вот палку. Больше, конечно, похоже на ручку для косы. Так вот брались, и снизу получается литовка. А может быть и нет. Самые-самые старинные дома. Старше, наверное, деревни еще вот я не находил. И тоже, посмотрите, глинобитная печка была. Так, вроде держится. Теперь ее можно руками потрогать. Офигеть. Вся она уже, конечно, рассыпается. Но это вот, представьте, и камни внутри. А я думал, глину цедили. Нет, оказывается, не цедили. Так и была. Она интересно, знаете как? Печка, получается, ставился сначала сруб в доме. Потом сбивалась, ставился клет под печку, сбивалась такая вот печка. Она, видите, целиком прилегает к дому. Эта печка. А потом уже вытесывали. Видите, сами стены обработанные. Они этим скобелем или топором. Топором, наверное. Выровненные. Вот. Поэтому
за печкой вот эти вот бревна их не тесали, не выравнивали. Тоже вот интересный такой фрагмент. Так. Тоже вот они, дома, конечно. О, не, туда никак. Там все провалилось. Ой, как бы сейчас никуда не ухнуть. Что-то под ногами проваливается. На, видимо, бабка одна у печки провалилась и немножко пол за собой утянула. Такой вот шикарный вид. Друзья, открываются здесь на округу. Тут вот первые дома уже разобраны, но прямо я стою и такие дома контрастов, знаете. Первый дом такой, видно, что довольно крупный, на 5 окон, сделана светелка сверху. Он уже весь разобран, но нам интересно не это. Нам интересно то, что вот рядом с ним стоит вот такой вот крохотный домик. Всего на 2 окошечка. И мне скорее больше интересен вот этот дом, чем вот такой. Такие мы уже находили много раз. А вот такие вот моллюски я еще ни разу не видел. Вообще, что это за домик? Откуда он здесь взялся и почему он такой маленький? Довольно интересно. Бревнышки тоненькие совсем. Окошечки малюсенькие. Тут вот что-то было. Ага, это весь хлеб, который здесь был. Совсем маленький, низенький, наверное, 1,5 метра высоты всего. И здесь тоже, наверное, одни овечки были, потому что коровка в такой хлеб не войдет. О, здесь любили здесь из бересты плести. Я уже много таких находил. Это чехол, наверное, под нож. Охотники, возможно, были. Так, сам домик уже весь разобран. Да, все полы сняты, подполья как такового не было, не подклято, ничего. Стояла маленькая печка и, возможно, жил один человек. Но дом поклеен обоями. А здесь, наверное, клеть была, да? Или сеновал. Тоже вот пестер тут в углу лежит. Совсем малюсенький домик. Наверное, сеновал был. Может быть, женщина, кстати, жила, которая, скажем, вот после войны, муж у нее не вернулся, детей не было, и так вот всю жизнь прожила одна в таком вот небольшом домике. А может быть, совсем была не замужем. История, конечно, умалчивает о таких вот домах. Но он старый. Деревня тоже уже давненько заброшена. Вот это как будто баня стоит. Но тоже бани здесь вот делали почему-то с большими окнами. Не понимаю, почему у нас практически везде в районе окошечки маленькие совсем. Ну, чтобы было меньше потерь тепла, меньше баню топить. Вроде здесь зимы такие же, как и у нас в Кировской области. О!
Это вообще не баня. Как будто здесь какая-то мастерская была. Плетня. Здоровая. Какие-то вещи. Стенка от аккумулятора. Рамки. Но это доделывали помещение. Да, здесь вот, наверное, была баня. Изначально по-черному. Или нет? Ну, каменка. Да, каменка была. Не железная печь. О, магазин. Роспотребсоюз. Центросоюз. Вот видите, да, какое окно большое. А у нас обычно делали вот такие вот маленькие продухи. И все, как бы. Электричество было в деревне, вот, ну, по крайней мере, в 60-е годы, когда моей бабушкой с дедушкой заехали в деревню. Там уже электричество было, и такие большие окна не требовались. А это вот сам дом. Но тоже небольшой. С интересными подстройками какими-то. Сейчас уже, конечно, не узнать, что тут было. Все уже развалилось. И крыша обрушилась. И вход. Вот там вот я вижу интересный дом. С покатой крышей. Зелененький такой. Вообще места здесь хорошие. Рядом, в принципе, примерно в километре поселок. Он еще жилой. Вполне. Обычно такие дома я встречаю вот на 3 или на 4. Вот, кстати, в соседней деревне. Вон она, вон там стоит. Мы в ней уже были с вами. Там такие дома на 4 окошка. А здесь, видите, огромный дом на 6 окон. Вот тоже с такой же крышей. Все, тут уже, оказывается, и крыши-то нет. Ой, нога застряла. О, здесь тоже глинобитная печка. Так. Да, тоже печка глинобитная была. Старинная деревня здесь, да. А это что? Это какой-то посудник. Но тут уже палати хотя бы присутствуют. Видно, что вот под них опоры еще остались. Деревянная крыша. Так, а туда не попасть уже, да? Мне интересно. Ну, конечно, скорее всего, что было 2 печки в доме. Да, как раз можно видеть, что дырка под печку в крыше, она одна. Скорее всего, вот здесь вот стояла одна печь, а там стояла другая. И здесь на чердаке они сходились в одну трубу. Подтопков здесь никаких не делали. Ничего подобного не было. Ну, конечно, глинобитные печи. Какие подтопки могут быть? Так. Может быть, кто-то помнит. Совсем недавно у меня выходило видео про огромный заброшенный поселок. Точнее, как бы официально это как деревня значится. Деревня хорошая. Вот, она считается самой старой. Ну, не самой старой. Одной из самых старых деревень, которая образовалась на территории Вохомского района. И я бы сказал, эта деревня старше. Вот эти вот глинобитные печи, вот соседняя деревня.
эта местность гораздо ранее была обитаема. Сам по себе город Вохма, или как он, ПГТ, не знаю, или город, образовался из скита, то бишь стоял монастырь, был, скорее всего, погост, и постепенно через то место начал проходить торговый тракт, люди стали ездить, и поселок стал увеличиваться, превратился в город. Сейчас довольно так и процветаемый, я по нему покатался, интересный городок, такой тихий, спокойный. Вот этот дом мне интересен, я уже подобный дом находил. Не такой же, но подобный. В Доровском районе, только Кировской области. Тоже он был с такой вот трехскатной покатой крышей на 4 окошечка. Но, правда, тот был немножко помассивнее. Я в нем, помню, даже тогда потерялся. Ходил, разглядывал и заблудился. Очень много там различных переходов было сделано. Непонятно, деревянный желоб ведь сделан под крышей для стока воды. На деревни тут знатно уже подразобраны. Думал, будет попадаться что-то такое активное. Еще один пестирь. В каждой деревне я тут нахожу вот это вот пестири. Рюкзаки, можно так сказать. Потолок провалился. Да, все уже разбросано. Один хлам. О, посмотрите, дверь какая низкая. Ой, тут еле душа в теле захожу. Не знаю, 1,5 метра, наверное, высоты вся дверь. Это что такое сплели? Неужто это для хранения трав? Шесток тоже висит. Дом был плакатами какими-то обклеен. Ленин. Партия будущего. А будущее принадлежит молодежи. О как! Мы партия будущего. Да. Так. Там какая-то газетка. Ну, тоже уже послевоенная. Тут все раскидано. А тут уже, посмотрите, печь кирпичная. Хоть и на подпечье стоит, на деревянном. Это, наверное, рамка была от зеркала. Это, наверное, хозяин с хозяйкой. Открытка. Лёша и Саша, поздравляю вас с Днем Советской Армии. Желаю вам всего самого хорошего, всего веселого праздника, всегда веселого настроения, побольше радости, поменьше грусти и всего самого доброго. С Вологды. Улица Микольского, дом 13. Кому? Коржеву Алексею
Непонятно отчество, к сожалению. Еще фотографии. Но уже все такие старенькие совсем. Это, наверное, местные жители. Ага. Вот получается одно и то же лицо. Мужчина. На память. Более ничего не разобрать. Тоже на память. 1962 год. Давно это было. Вся деревня лыжниками исхожена. Сначала не мог понять, что это такое. То ли они здесь за зайцами ходят, а теперь вижу вот там вот вдали. Попробую приблизить. Вышка охотничья стоит. Видимо, охотятся здесь. Большей части домов в деревне уже нету. По идее, здесь везде должны бы дома стоять. Вижу вот какие-то. Тут сарайчик, там какие-то бревнышки немножко. Тут вот что-то тоже. Ну, большая часть деревни уже канула в лету. Тут вот внизу еще несколько домов. Они остались. Сейчас мы до них дойдем. Здесь живет участник Великой Отечественной войны. Нет, уже не живет, друзья. Тут уже никто не живет. Там и стенок-то уже в доме нету. Все спилили. О, блин. Что, лыжина за что-то зацепилась. Еще один дом весь разобран. Но жутко красивые наличники прямо. Смотрите, какая красота. Такое окно большое. И эти тоже все окна в наличниках. Тут уже все пытались оторвать. Сейчас зайдем, посмотрим, что за домик такой интересный был. Да, вот еще лыжня. Говорю, тут все вообще исхожено. О, ха-ха. Нет, мы уже не зайдем сюда. Все. Это полностью аварийное состояние у дома. Смотрите, полностью стена сгнила вообще. О, а здесь что, колодец? Все утянул вообще. Там ямина страшенная. Да, печально. Хотелось бы, конечно, в таком домике немножко побывать. Ладно. Тут вот соседний дом, он тоже с красивыми наличниками. Сейчас мы туда доберемся. Вот это самые, наверное, старые
деревни в этом районе. Все дома украшены. Вот они, видите, вот окошечко совсем малюсенькое. Тоже оно, наверное, сантиметров 50 шириной на 70 высоты. Совсем маленькие окна. Но наличники какие красивые. Все уже разломанное, к сожалению. Старались здесь, вырезали, дома украшали. Пока возможно, нужно зайти обязательно. И тоже уже все полы сняли. Все, что можно, забрали. А здесь печка с подтопком. Тоже полы забирали. Совсем небольшой домик. И окошечки маленькие. А снаружи казался такой довольно крупный. Видно, что пытались его еще восстанавливать. Печка совсем недавно была отштукатурена. Даже не побелена. К сожалению, такие дома очень быстро сгнивают. Потолок провалился. Там еще одна комната была. А зачем такое разделение сделали? Ну-ка, давайте-ка заглянем. Да, действительно. А, здесь типа клетий было. Я так понимаю. Здесь хранили какие-то съестные припасы. Ларь стоит. Лавки. Да, немножко совсем осталось. Это вот уже третья, получается, деревня. Такая вот разобранная. Практически ничего в ней не осталось. Да, печально. Ну что, друзья, тогда на этом мы видео закончим. Вам всем привет от канала Железный Клад, от Владимира. И до новых встреч!